Сегодня у нас в гостях замечательный врач, мамолог, пластический хирург. Я готовлю борщ, котлеты, долму могу. Сегодняшний эксперимент. Да вообще супер. Я не знала, что в передачах про еду реально готовят еду, которую можно есть. Обычно все кулинарные передачи и рецепты заканчиваются фразой «приятного аппетита». Мы же нарушим эту традицию и скажем «приятного аппетита». И сегодня у нас в гостях замечательный врач, мамолог, пластический хирург Рено Азимова. И мы с ней сегодня будем готовить интересные блюда. Как то скумбрия на овощной подушке и плюс что-нибудь симпровизируем на гарнир. Ну, на гарнир, я думаю, мы с вами придумаем какие-нибудь овощи на пару. Отлично. Ну, все-таки диетическую Да. передачу решили. Ну и рыба с овощами, круто. Да, вот рыба с овощами самое оно. Ну, мне одному это не с руки будет делать. Я вам сейчас дам задание. У вас С будет удовольствием помогу. морковка. Будем ее тереть. Так. И надо нам терочку. А терочка у нас была где-то здесь. Ура! Я нашел терку. На самой крупной терке трем. Я же буду сейчас резать лук. И пока мы будем с вами готовить, резать, будем с вами немножко разговаривать. Да, у вас более сложное задание. Ну, что же, лук порезать, это не плачь. Я просто раз столько лука нарезал, что уже не плачь. Не надо какую-то фракцию там определенную, то он все равно в духовке будет мягкий. А запекать мы будем в рукаве. Так, и вот, в принципе, лук нам, ну, можно еще чуть-чуть подрезать. Скажите, пожалуйста, вот вы дома готовите что-нибудь? Конечно, конечно. Какой Я у же вас? узбечка. А у узбеков нет женщины, которая не готовила бы. Вот. Ну, я готовлю разные, на самом деле, блюда. Начнем с того, что в моей семье как-то была очень любима русская кухня. Вот. Я готовлю борщ, котлеты. Вот. Из такой восточной кухни я люблю, и моя семья, лагман. Вот. Долму могу. Ну вот плов как-то я так могу, но почему-то не очень готовлю, потому что, мне кажется, что он сложен пока для меня. Хотя моя бабушка, с которой я выросла, она очень классно готовила плов и меня учила. Вот. Плов — это вообще у нас отдельная такая история. У нас есть очень разные виды плова в зависимости от сезонов. Вот. Если интересно, могу вам так в целом рассказать об этом. Интересно, да. У нас вот я из Ташкента, но историческая родина у меня Коканд, это Ферганская долина. Вот. То есть, значит, плов по-фергански. Ну, у нас очень разные виды плова, да, то есть в каждом регионе есть свой вид плова. То есть в Ферганской долине свой он, там в Самарканде он свой, в Бухаре другой, в общем, соответственно. В Ташкенте немножко другой. Но вот то, что я видела в детстве и ела, и так мне напоминает детство, что весной, когда, в Узбекистане весна раньше наступает, чем в России, чем особенно в Москве, вот где-то у нас уже в марте, где-то в середине марта есть такие побеги на винограде, то есть такие молодые листики. Вот эти листики собирают и сверху плова кладут такую долму, которая делается с бараньим фаршем, рисом, заворачивается в эти листики и надевается на ниточку. Когда я была маленькая, я вот надевала на ниточку вот эти вот штуки, долму, и их кладут сверху плова, и когда плов томится, то они дают такой немножко кисловатый вкус плову. Вот, очень круто. Я очень давно это не ела, но вот даже мысль об этом мне как-то напоминает детство. А осенью у нас делают другой плов с айвой. То есть вот айва, можно туда орехи класть в айву, можно делать там. Вот моя бабушка брала айву, резала ее на 4 части, там вычищала серединку и клала просто эту айву сверху на плов. Она тоже дает определенный такой вкус плову. Ну вот я смотрю, Да. натерли. Мы приступим к формированию нашей подушки. Отлично. Вот возьмем немножко морковки, тоже присоединяйтесь.
И просто перемешиваем так руками. Кладите, ничего страшного здесь нет. Все, я думаю, что хватит, и остальное мы сейчас уберем. Мгм. А теперь нам нужно с вами полить все это дело соевым соусом. Поливаем соевым соусом. Так. Не жалеем. Полили. И теперь самое главное. Пока у нас немножко промаринуются овощи, расскажите, вот плов. Да, продолжим. Да. По поводу плова. Плов это же очень интересно, и наверняка же его жарить, варить. А даже он даже не варится, он Готовится. парится. Париться у нас так тоже не говорят. Даже не просто говорят? готовить плов, да. Потому что готовить на костре. Все-таки своя, наверное, изюминка в плове есть, когда он готовится на костре. Ну, в целом, я думаю, что да, но для этого есть специальные такие вот повара, называются ушпазы, которые занимаются именно приготовлением плова на костре, потому что я думаю, что домохозяйка любая, там, хозяйка, она не сможет это сделать, по крайней мере, я не смогу точно, потому что там есть нюансы, и на костре это должно быть определенное количество уже, то есть объем определенный плова, там довольно большой этот котелок, вот, поэтому это должен быть опыт приготовления таких больших количеств. Вот. Но в целом есть вот в Москве несколько мест, где делают плов. Люди, которые специально приехали из Ташкента. Вот. Они делают именно плов. Вот. Ну, как бы такие мастера по плову. А в Ташкенте сейчас есть такой центр плова. Это очень большой, большой такой ресторан, в который приезжает тоже много иностранцев к определенному часу, когда открываются вот эти котлы с пловом, казаны. Там очень большие количества. Они все это снимают, это интересно, я тоже это видела в последний свой приезд. Довольно интересно. Ну вот, пользуясь случаем, мы весной, надеюсь, сделаем выездные какие-то у нас будут кулинарные передачи. Вот приглашаю вас приготовить вместе плов. Спасибо, Вот очень приятно, с факт, удовольствием. мне рассказывали, учил меня один узбек готовить плов. Он интересный, он говорил по-русски очень мало. Он говорил только чуть-чуть. Вот, он говорил зирвак. Да, зирвак. Котел и буль-буль. Я очень долго не мог понять, что такое буль-буль. Когда он говорит зирвак, буль-буль. Потом рис кладешь и палка. Мне очень понравилась у него фраза, это палка. Инструмент, как узнать, выпарился зирвак. То есть не зирвак, а вода из плова. Готов или не? Говорит, крышку нельзя открывать. Надо палка слушать. И вот очень интересно. И действительно я попробовал. Он взял палку, вот, в лесу делал плов, прислонил к уху палку, а другой конец прислонил к казану. И действительно, он вибрирует, когда... Да, там кипит, да, и через рис нельзя. выходит вода, и она образует такие И вот, так, маленькие. И действительно, буль-буль, буль-буль. Не буль-буль. Открываем, сделали горки, сделали дырочки, добавили воды. И так интересно. Я думаю, что совместно мы с вами сделаем замечательно. Соевый соус – это идеальное, я считаю, сочетание с этими продуктами. Я даже иногда соевым соусом делаю соусы. То есть соевым соусом соус. Ну да, добавлять его в соусы. Сметана и соевый соус. И получается идеально. Вообще, получается вкус интересный. И, во-первых, не так калорийно. И диетически. То есть диетически не калорийно и полезно. Потому что в майонезах все у нас эмульгаторы и всякие зачем их есть? Вот. И в конце концов, вот, по поводу майонеза, кстати, как-то очень так сумбурно, ну ладно. Вот. Лучший майонез делать домашний. Согласна. Там никаких нету, да, быстро портится и не хранится. Чем он и замечательный. Вот, и теперь приступим мы к нарезке нашей рыбы. Берем рыбку, кладем, и я себе тоже возьму. И теперь наша задача сделать надрезы вот таким образом. То есть шагом 1 сантиметр. Глубокие? Да, практически до кости. Переворачиваем и делаем точно так же с двух сторон. Ну, польза этого блюда в том, что мы ее не жарим, мы ее запекаем в рукаве, и она получается воздушной подушкой. Как на пару, соевый соус дает пар, и рыба получается на пару. То есть без проварки. А проварку мы сейчас с вами будем делать. Гарнир проварки тоже интересный. Пока я не буду раскрывать секрет. Он простой, можно купить в любом магазине. И кладем сверху нашу рыбку. Сейчас я быстренько тоже надрежу. И сверху мы с вами польем соевым соусом. Опять же, рыбу. А вот вы рассказывали про рыбалку. Вот по поводу скумбрии, ее можно где-то ловить? Скумбрию я не ловил, это морская рыба. Вот, это не пресноводная рыба, и
в наших широтах она подмосковных не водится, это однозначно. Нет, хотя можно поймать. Есть у рыбаков такое понятие, как поймать рыбу на бумажную блесну. Это приходишь в магазин, достаешь из кошелька бумажную блесну и ловишь рыбу в магазине. Класс. И вот с вами опять польем немножко соевым соусом прям сверху. Так. Все, то есть в принципе у нас все готово. Единственное, что вот соевый соус больше не нужен. Нам теперь нужен рукав. Отрезаем рукав по размеру. И специальные у нас скрепочки. Ну, замечательно. И отправляем в духовку на 30 минут. Благодарю вас. Все, ставим таймер на 30 минут. Ну, настало время сделать нам с вами гарнир. Да. Вот смотрите, что мне... чтобы Гарнир у вас такой же полезный, как Да, и время, основное чтобы не блюдо. тратить. Быстро замороженные овощи. Мгм. Мы их сейчас быстренько пароварку, и через 15 минут они будут у нас аль денте. Быстренько это звучит прекрасно для нашей жизни. В Прям чем то, вы что нам. считаете пользу? Ну, на мой взгляд, сегодня все, что готовится, то, что вы выбрали, с точки зрения пользы, соответствует всем современным веяниям, потому что здесь нет глютена, у нас нет ничего жареного, ну вот, все на пару, тушеное. И овощи, конечно, ну, как бы все знают. То есть это шоковая заморозка, сохраняет витамины, минералы. Вот, овощи делаются короткое время, и, в принципе, все остается в них. На мой взгляд, классно. Плюс сочетается с рыбой круто. Нет, я еще добавлю, что вот чем польза пароварки, потому что мы не варим, а обдаем паром. И все вкусовые качества и витамины остаются в овощах. То есть не в бульоне, как мы вот обычно открыли крышку, закинули в кипящую воду овощи, и все, что сам вкус овощей, остался внутри бульона. Ну, по сути, в бульоне ничего не остается даже, потому что он долгое время варится. Но вот овощные супчики из, опять же, мороженых овощей тоже хороши. считаю. Да, это экономит наше время. Согласна. Давайте засыпаем. Смотрите, какие краски. Да, красота. Включаем. И ждем, пока у нас будет. Я узнал маленький секрет про вас. Что, оказывается, вы занимаетесь спортом. Все занимаются спортом Вот я смотрю ваш в какой-то Инстаграм. степени. Сноуборд, не последнее место у вас. Ну, сноуборд, на самом деле, это такой способ выйти из зоны комфорта. Я очень боюсь высоты. Вот, и мне даже становится нехорошо, когда люди стоят у обрыва. Но я так с собой борюсь, вот, в том числе, когда встаю и вижу склон. Сноубордом я не так давно занимаюсь. Это уже, получается, мой 4-й раз, когда я вот там еду учиться. Но в этот раз я впервые смогла вот кататься без того, чтобы там вцепиться в тренера. То есть я каталась по склону довольно так спокойно. Плюс еще склон был такой благоприятный. Поэтому, да, сноуборд, на мой взгляд, это, ну, как бы это солнце, снег, все красиво, белое, скорость. Вот. Экстрим, опять же, для хирургов это немаловажно, адреналин. А так вообще мне нравится вот душевное что-то. Я не очень люблю железки. У меня есть коллеги, которые прям любят, даже девочки, которые любят ходить в спортзал. Ну, как-то получают от этого удовольствие. Я тоже хожу в спортзал, потому что с нашей работой, особенно если это, как раньше была у меня там регулярная микрохирургия такая, ну, плюс-минус регулярная, есть очень много проблем со спиной, и нужно просто поддерживать мышцы спины, там, рук для того, чтобы как-то это нивелировать проблемы там грыж и так далее. У нас у всех почти есть грыжи, у меня тоже есть грыжи, дисков в шейном отделе. Вот. Я ходила в тренажерный зал, но душой я как бы никогда не была там. Мне нравится конный спорт, и когда я недавно стала вспоминать об этом, я поняла, что на самом деле лошади мне нравились еще с детства, когда я была маленькая. Мы с папой летом жили на даче, ходили утром, ну как ходили, папа брал меня утром там погулять, и я помню, что там была лошадь, это было нереально красиво, была такая белая лошадь, стояла там привязанная к дереву, и я подумала, что это что-то такое, какое-то вообще небесное животное, там космическое. Вот. Мне очень нравятся лошади. Конный спорт, наверное, ну, профессионально это для тех, кто занимается с детства.
этим. Я из детства этим, к сожалению, не занималась. Но уже года 2-2,5 я регулярно хожу. У меня есть тренер. Я ее обожаю. Она как-то вот... Для меня очень важен такой момент, чтобы был наставник, который меня прямо так может... То есть вот этот страх проходит, когда есть какой-то наставник, который меня сподвигнет что-то делать больше. Вот. Я, в общем, как-то так очень влюбилась в этого моего тренера. Хожу в бицу. У меня теперь такая более спортивная, так скажем, лошадь, потому что я стала делать некоторые успехи. И, конечно, конный спорт довольно сложный спорт. Очень много лет нужно, чтобы там расти, так скажем, в этой специфике. Но здесь больше важно для меня общение с лошадью. То есть мне нравится приходить туда, смотреть на лошадей, смотреть, как другие занимаются. Это очень красиво. Вот. Плюс это же известный факт, что, допустим, моя коллега, которая работает тоже онкологом за границей, там в Германии, она мне рассказала, что есть такие курсы по реабилитации пациентов, у которых онкологические заболевания, они просто приходят и чистят, причесывают лошадь. То есть лошадь такое интересное животное, которое забирает что-то негативное. То есть она как бы тебя заново рождает, то есть забирает все отрицательное. Не знаю, насколько это правда, но на меня это таким образом действует. Я просто прихожу туда, забываю какие-то проблемы. Раньше, когда я работала в онкоцентре Блохина, мне это было просто необходимо, потому что у нас там были тяжелые ситуации, сложные операции, и нужно было как-то абстрагироваться. То есть что-то, что ты приходишь, забываешь вообще полностью, на час хотя бы. Вот. Поэтому советую. Для тех, кому это нравится, это очень круто, я думаю, вы не пожалеете. Тут люди делятся обычно на две группы: те, кто сразу влюбляется в этом, причем даже не ожидал человек. Например, меня туда привела мама в конный спорт, и я в первый раз пришла, посмотрела и поняла, что мне это тоже очень нравится, но потом как бы через много лет туда вернулась. Вот. Поэтому как мои коллеги-врачи, так и люди, у которых есть какие-то проблемы, я думаю, могут для себя рассмотреть этот момент. Наверняка же вы путешествуете. Ну, конечно, конечно. То есть у нас, хирурги и вообще, наверное, врачи — это люди, которые любят путешествовать, потому что ты, видя, что может быть вообще в жизни, к сожалению, ты сразу для себя понимаешь, что на самом деле миг ценен. То есть важен миг, когда вы получаете что-то новое, там, радуетесь. Это же как бы радость, это и вообще счастье, это же миг на самом деле. Поэтому, конечно, я люблю путешествовать, это что-то новое. Кроме того, когда ты едешь в какую-то другую страну и другую культуру, ты просто можешь так полностью охватить. То есть кухня, архитектура, место, климат, цвета разные, новые. Я помню, когда я в первый раз была на конференции вот в Амьене, еще ездила со своим руководителем, я впервые подумала, что вот экспрессионисты, почему они так красиво рисовали? Потому что вы просто, вот находясь там, вы видите, насколько другое небо и цвета, да, бывает. Сейчас мы сделаем небольшой чай. Как раз вот такой экстравагантный в цветах экспрессионизма. Отлично. Давайте посмотрим. Мы возьмем апельсинчик, мандаринчик и чай. Положим заварочки чуть-чуть. Так что для цвета и для вкуса. Вот половинку вот так. Прям кружочками? Да, прям кружочками. Как интересно. И опускаем все сюда. У нас с вами есть имбирь. Отлично. Чтоб в период эпидемии гриппа, в имбире много витаминов. Да. Мне кажется, что чай такого цвета с имбирем вообще настроение создает. Да, я только хотела сказать, очень позитивно выглядит. А если, Он сам по себе уже улучшает настроение. да, если хорошее настроение, никакие заразы вообще не думают, что они подойдут. Ну и потом вот запахи цитрусовых, они же всегда являются такими жизнеутверждающими, стимулируют. Так, я думаю, много не будем, чуть-чуть смельчим. И сейчас зальем кипяточком. Ну, будем считать, что он закипел. Он закипел, Да. реально. Сейчас будет прям таинство. Сейчас он будет краска. Красота страшная сила. Это точно. Теперь заваривается у нас чай. Настало время чая.
и приступим с вами к чаепитию. И пока поговорим дальше. Вот так замечательно выглядите. Спасибо большое, Никит. Вы, наверное, придерживаетесь какой-то диеты. Но у меня в жизни было несколько раз, когда я придерживалась. В целом, все мои знакомые знают, что, к сожалению, питаюсь я, как и большинство моих коллег, от раза к разу. То есть, если у меня много операций, я вообще никак не питаюсь. Вот. А в дни, когда операции у меня нет, я могу, допустим, весь день что-то есть. Вот. Но у меня был период, когда я действительно там под влиянием, я прочитала там книгу о веганстве, о вегетарианстве. И, это было уже где-то, наверное, лет 5 назад. Я тогда еще работала в онкоцентре. И, в общем, я где-то в течение полугода была вегетарианцем. Не веганом, но вегетарианцем, не ела мясо. Кстати, дома все довольно так возмущались. Даже мой сын, когда я сделала лагман без мяса, он мне сказал, в общем, это не дело. Мама, это не дело. Надо что-то менять. Вот. А на работе все, в общем, надо мной посмеивались так, что я вот теперь не ем мясо. И был какой-то момент, когда у нас была микрохирургия с своим коллегой, там оперировала. У нас там есть период короткий, когда выходишь на перерыв поесть. Вот. Когда особенно мы делали реконструкцию челюсти, есть период, когда наши коллеги из головы шеи занимаются там фиксацией трансплантата. Мы делаем трансплантацию нижней конечности, они занимаются фиксацией, а нас отпускают поесть. И мы с моим коллегой пришли, значит, у нас там в онкоцентре есть столовая. Мы туда пришли, было уже где-то 5 вечера или 6, соответственно, там все кончилось практически. Мы спросили, что у вас есть, и мне говорят, плов с мясом. Я, значит, говорю, давайте. И мой коллега говорит, как же так-то же? А как же вегетарианство? Я говорю, в общем, вегетарианству конец. Вот. В общем, таким образом получилось, что я вернулась обратно к мясу. Вообще, если честно, сейчас я не считаю, что нет таких публикаций, которые могли бы полностью там сказать о том, что мясо категорически всем вредно. Вот, это очень спорный вопрос. Сейчас, например, есть другое направление, что вредно есть глютен, то есть вот эти вот злаки, которые человечество вообще испокон веков ело, они обладают какой-то памятью там вреда, то есть они там вредят и так далее. В них есть много там вещей, которые вызывают у человека там переутомление, головные боли и прочее, да, то есть это совершенно противоположная такая теория. Вот, есть литература, она этот счет такая популярная, хотя тоже судить трудно. Когда я спрашивала у своих коллег, там, уважаемых и авторитетных, среди онкологов, есть ли какая-то действительно закономерность между едой и развитием каких-то заболеваний, это очень сложно сказать. То есть практически невозможно такой провести параллель. Наверное, потому что, во-первых, нет столько веганов, которые бы имели там ряд заболеваний, чтобы сравнить их с невеганами, там, да, поэтому это очень сложно. Для себя я придерживаюсь понимания того, что нужно все есть в меру. В силу того, что я вот человек восточный, я, конечно, люблю иногда есть и плов, вот, манты, там какие-то изделия из теста с мясом. Я не очень люблю баранину, но как-то сложилось, что в моей семье баранину не ели, мы предпочитали говядину, поэтому баранину я практически не ем, как-то так сложилось. Вот. В остальном я себе позволяю все, но, на мой взгляд, не так важно, что ты ешь, а сколько ты ешь. То есть ты можешь себе позволить разное, но это должно быть все в меру. Приготовилась наша рыбка. Наконец-то. Целых 30 минут мы ждали. Красота. Я думал, что не дождусь. Надо это аккуратно снимать, потому что сильный пах. Вот, смотрите, какая у нас. Да, красота. Подрумянилась так. Подрумянилась. Вот скажите, пожалуйста, в чем польза вот такой готовки скумбрии? Мы с вами обсуждали, что скумбрия – это морская рыба. Вот, поэтому, безусловно, это тоже такой вот, во-первых, диетический вариант, во-вторых, содержит много полезного, нежирная еда и быстро готовится. Преимущество в том, что можно вот таким образом на пару, без жарения и варенья, получить вкусное блюдо. Вот скумбрия вроде бы жирная рыба, но у нее, оказывается, не так много калорийность небольшая. Угу. То есть вроде бы как органолептически, мне кажется, она жирная, а калорий нет. Тоже парадокс такой у рыбы. Вот сейчас мы ее положим с вами на тарелочку. Красиво сделаем, чтобы захотелось сразу ее съесть. Так, уберите вилочки. Да. Вот так вот.
нравится всяко. Все равно очень красиво. Да. Опля. Упс. Стоять, Маруська. А сверху, сбоку можем положить с вами нашу овощную подушку. А получается, что у нас рыба готовилась совершенно без соли на соевом соусе. Да. А на гарнир мы с вами положим овощи, Овощи. которые приготовили. Брокколи, цветная капуста, горошек, перец, Кукуруза. мини. То есть все, самое главное, аль денте. И мы с вами не солили. Да, Потому что у нас, я думаю, что в самих овощах достаточно соли. тоже так думаю. Давайте пробовать. Даже не хочется такую красоту портить. Так, мы сейчас отделим. Благодарю. Я немножко. Замечательно пахнет. Рано, вам понравился у нас? Да, отлично, особенно скумбрия. Приглашаю вас весной принять участие в еще одной передаче. Мы будем готовить плов на открытом огне на улице, в Отлично. казане, Звучит очень заманчиво. с настоящими специями. Может быть, с нутом приготовим, по-восточному. Выбирайте, какой вам, по-фергански или по-бухарски. Я подготовлюсь Хорошо. к этому вопросу обязательно. Спасибо большое, с удовольствием. Спасибо вам большое, что пришли к нам на Вот. передачу. Спасибо вам. Было очень приятно. Ну вас вот. видеть. Мне тоже было безумно приятно. Спасибо за приглашение. Все очень красиво, вкусно и интересно. Спасибо.